Как один из ученых сказал, что этот дунья, этот мир, он мир, где нужно сеять, а не мир, когда нужно собирать урожай. То есть здесь ты не сможешь урожай собирать. Хада дунья дару зираа ла дару хисад. Ва дару имтихан ла дару джаза. И этот мир является местом, жильем для все время испытаний, для экзаменов, можно сказать, а не для джаза. Джаза — это имеется в виду наказание или награда, то есть решением, которое пройдет уже после суда. То есть в этом мире ты не должен думать, что будет какая-то справедливость. Да, иногда Всевышний Аллах по своей мудрости показывает справедливость, и ты видишь и встречаешь эту справедливость. Но ты не должен опираться именно на это. Ты должен представлять и понимать, что настоящая жизнь, настоящая справедливость у тебя начнется тогда, когда ты прибудешь ко Всевышнему Аллаху, придешь к Нему. Именно ты будешь со Всевышним Аллахом. Тогда будет справедливость Аллаха. Он накажет как надо, Он исправит как надо. По этой причине человек должен прекрасно понимать, что этот мир, он тот мир, который не дал покоя никому. То есть в этом мире не был в покое никто. Пусть любой человек скажет: вот я в этом мире не видел ни одну трудность, никто меня не обижал, у меня не было ни одного потери, ни предательства. Кто-то по-любому сталкивался с чем-то вот этим, с болезнью, с трудностями. Есть очень хорошая история Зулькарнайна. Зулькарнайн, алейхиссалям, однажды, когда уже после войны с Яджудж-Маджуджем уже все закончилось, и он вернулся в Бабель. Бабель — это в то время самая высшая цивилизация человечества была. Это близко к Месопотамии, земли Ирака и Ирана нынешнего. Он когда вернулся туда, в свой город Бабель, и понял, что он сильно заболел. Очень сильно заболел, до такой степени, что аж не мог даже ходить. И потом ему сказали, что это смертельная болезнь, и он понял, что смерть уже близкая. И он взял огромного барана, живого, огромного, самого такого нашишенного, такого, который жирного, отправил своей матери и сказал: я завещаю, то есть свое завещание, я делаю, чтобы вы этого барана, когда я умру, зарезали и приготовили из него самую вкусную еду. И накрыли стол такой огромный, и позвали именно тех, которые ни разу у него в жизни не было мусыба. То есть объявите по всему Месопотамии, что ни один человек, которого не было ни один раз у него ни проблемы, ни трудностей, ни предательства, ни мусыба, ничего не было. Вот позовите такого-то человека, тех людей. Пусть с этого барана кушают только эти. И говорит, когда он умер, осуществили его желание и его вот это васия, то есть, который он оставил, но никто не пришел на этот стол, потому что нету такого человека, который бы не встретился с бедой в этом мире. Нету человека, который бы не видел бы предательства, боли. Я ранее как-то рассказывал, мой дедушка, рахимахуллах, когда при смерти был, моя бабушка плакала, типа, вот столько трудностей видел, твой сын там, что-то с ним случилось, а другой сын сел в тюрьму, а этот дочка умерла при жизни, столько болезней ты видел. То есть плакала перед ним, и он, помню, сказал, что все, что я видел, видели и люди. То есть это не было только то, что только я пережил. Если у меня так случилось, у людей тоже такое случалось, то со мной было. То есть не было такого человека, который бы тоже не пережил такие ситуации. Многие люди у них теряют своих детей, у многих людей, дети бросают. По этой причине все, что с вами случается в этом мире, человек должен прекрасно понимать, что этот мир, он изначально тот мир, который является для испытаний, а не для того, чтобы вы видели в людях: я хочу увидеть, что с этим человеком случится в конце, что с ним будет, я хочу увидеть, как он мучается. Вполне возможно, вы не сможете это увидеть, поэтому не тратьте свою жизнь именно на то, чтобы увидеть какую-то справедливость в этом мире. Потратьте, чтобы вы увидели справедливость в судный день перед Всевышним Аллахом, чтобы вы были теми, которым Всевышний Аллах оправдает. Потому что это не тот, который вы собираете плоды. В этом мире мы не сможем собрать плоды. Столько бы вы ни делали человеку добро, 200, 100, 1000 раз сделайте добро,
одно что-то плохое сделать, человек возьмет, все стерет. Вы не сможете собрать плоды, которые вы для него делали. Но если вы для Аллаха делали, в судный день вы эти плоды соберете. Поэтому нужно стремиться именно к тому, чтобы Всевышний был вами доволен. К Аллаху Субханаху ва Тааля.